Всем привет, это Дара Селезнева, и давайте сегодня поговорим о ваших мыслях. Казалось бы, что формирует наши мысли? Окружающая действительность. Когда происходит что-то плохое, у нас появляются плохие мысли. Когда все хорошо, у нас хорошие мысли. Но на самом деле наши мысли как раз-таки и формируют нашу действительность. Окей, мы родились в какой-то среде, и ее никак уже не изменить. То есть наши мысли, они никак не могут на это повлиять. Но как только мы становимся уже самостоятельными людьми, как только мы покидаем наш дом, наши мысли формируют наше окружение. Есть много примеров, доказывающих эту гипотезу. Например, возьмем больничную практику. Есть врачи, которые видели пациентов, которые выкарабкивались, казалось бы, из таких ситуаций, просто в которых нельзя было бы выжить. Например, есть пациент, он очень болен, и врачи не уверены, что он выживет. Но он встает, он чистит зубы, он ходит в магазин, он заправляет кровать, он думает о своем будущем, и благодаря тому, что он настраивает свой организм, свои мысли на то, что он будет жить еще дальше, что эта болезнь — это не приговор, его тело, оно начинает бороться. И благодаря этому, благодаря тому, что он пытается выжить, пытается сделать все, чтобы жить, его тело, оно излечивается. И вы можете спросить у любого врача, и он подтвердит это, что в его практике такое было, что, казалось бы, человек умрет, но он выживал. Давайте также вспомним всем известных людей, которые в одиночку боролись против мира, против того, что им говорили, что их дело на какое-то плохое. Возьмем какого-нибудь изобретателя. Томас Эдисон. Все его знают, все про него слышали. В детстве он учился в школе, и однажды его отправили домой и сказали, что дали записку его маме, что ее ребенок очень глупый, что он ничего не успевает, ничего не понимает, и что школа не будет его учить. И тогда его мама что сделала? Она сказала ребенку, что окей, школа сказала, что ты очень умный и что они не могут тебя обучать. И она самостоятельно изучала, обучала его. И посмотрите, чего он достиг. И это просто из-за того, что его мысли, они изменились. Он не думал, что он глупый, что он ничего не может. Он просто делал, пытался, старался, и у него все получилось. В вашей жизни точно так же. Вы можете добиться всего, о чем можете подумать. И советую вам почитать книгу Вадима Зеланда «Клип Трансерфинг». Там созданы все базовые мысли, записаны базовые мысли, которые есть в других его книгах, но это более маленький вариант, и вы можете понять всю суть его работ. Окей, работа с мыслями. И в его книге это выводится как самая важная часть вашей жизни, потому что ваши мысли, они формируют реальность. Если вы будете думать, что вы успешный человек, что вы очень умный, что вы на все способны, и представлять в мыслях ту жизнь, которой вы хотите жить, то со временем реальность будет подстраиваться так, что ваши мысли, они будут материализоваться. И также, работая с негативом, он говорит, что окей, что-то плохое произошло, но это не значит, что нужно на этом зацикливаться. Он говорит, что нужно искать в каждой плохой ситуации хорошее. Например, вас уволили с работы. Окей, в принципе, это плохо, но может эта работа вам не подходила. Вы давно хотели уволиться, вам платили плохую зарплату, или она вам просто не подходила, то это просто потрясающе, что вас уволили. Вы можете найти другую хорошую работу, где вас будут ценить. То есть все происходит так, как и должно быть. И, в принципе, от того, что мы волнуемся, переживаем,
ничего не происходит. Как бы мы просто тратим на это свои силы, но мы не меняем реальность. Чтобы начать менять свою жизнь с помощью мыслей, просто проведите эксперимент. Подумайте, о чем вы думаете каждый день, каждую минуту, и ваши мысли, они просто повторяются день изо дня. 90-95% ваших мыслей, она остается неизменной. И поменяя свои мысли, вы поменяете реальность, потому что наши мысли, они соответствуют той реальности, в которой мы живем. Если вы хотите быть счастливым, то вы должны быть счастливым в своих мыслях. Если вы не счастливы в своих мыслях, то вы не счастливы в этой жизни. Меняя мысли, меняете реальность. Все просто. Конечно, начинать очень сложно, потому что у мозга внутри уже есть нейроны, по которым мы привыкли думать, но ломая эти нейроны, мы строим новые. И с возрастом это тяжелее делать, но это очень важно, потому что жизнь, она не будет длиться вечно, и в любой момент вашей жизни вы можете стать счастливым. Просто начните думать позитивно. Есть очень много плохих ситуаций, и да, это правда, но просто постарайтесь изменить свое отношение к этим ситуациям, потому что они не изменятся, если не изменитесь вы, если не изменится ваше отношение к этим ситуациям. Вы просто берете и меняете отношения. И эти проблемы, они либо исчезнут, либо решатся очень легко, потому что очень много проблем решается простым путем. Но мы привыкли все усложнять, привыкли, что все очень сложно. Мы это получаем. Мы думаем об одном, мы это получаем. Мы живем в обществе, где люди говорят, что работать это тяжело, что получить хорошую работу это тяжело. Мы думаем, мы получаем. Кто работает на легкой работе, у кого хорошая зарплата? У тех, кто думает хорошо о том, что зарабатывать можно легко, что работа может быть в удовольствие. Все зависит от мыслей. Как мы думаем, то и получаем. Да воздастся же нам за наши помыслы. Я не помню, что там говорится. Но суть ясна. Думайте позитивно и будете счастливы в этой жизни. Если вы согласны, то ставьте лайки или пишите комментарии, если у вас есть история, которая поменяла вашу жизнь при помощи мыслей. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.